Приветствую подписчиков и гостей своего канала. Сегодня решил сделать полезный ролик для тех, кто хочет приобрести котел Green 18 киловатт, а также для владельцев данного котла. Расскажу о тонкостях настройки на березовых пеллетах, чтобы получить идеальное горение. На мой взгляд, мне показалось оно таковым. Соответственно, приступим. Сейчас речь пойдет не о том, как настроить классический режим, а о том, как настроить режим Airflow, чтобы не было пересыпа пеллета с тарелки, чтобы пеллеты идеально горели и чтобы расход был, я считаю, минимальным. Конкретно в моем случае у меня дом не утеплен, выглядит это именно таким образом. Соответственно, у меня расход составляет 3 килограмма пеллет в час. Учитывая, что я топлю улицу, сейчас у меня датчик бойлера показывает температуру, собственно говоря, в том помещении, где я нахожусь, вот он. И она составляет 15 градусов Цельсия. Скачет плюс 15, плюс 16. Котел вышел в рабочий режим, температура теплоносителя составляет 70 градусов. Соответственно, так как он уже полностью разогретый, режим вентилятора составляет 14%. В бункере у меня 66% пеллет. Датчик надо еще калибровать, поэтому данные немножечко недостоверные. Соответственно, давление теплоносителя у нас 1,5 бара. Приступим по настройкам. Заходим в режим вентилятор. Максимальная мощность на данном 18-киловаттном котле должна составлять не более 28%. Это конкретно на белых березовых пеллетах. На угле, может быть, она нужна будет 40%. Не знаю, на угле еще буду тестировать, проверять немножечко позднее. Далее, в настройках режима Airflow, в моем случае я указал коэффициент подачи 47. На улице сейчас 0 градусов. Данный коэффициент подачи, он позволяет мне быстро набирать температуру в неутепленном доме, и держать ее. И котел достаточно часто даже заходит в стоп, что он сейчас и сделал. Дальше, коэффициент вентилятора у меня стоит 50%. И коэффициент вентилятора точный тоже 50%. Датчик дымовых газов показывает 190 градусов. Максимальный его пик это 240 градусов. Далее, выглядит это таким образом. Сейчас котел находится в режиме стоп. Вентилятор у нас 0%. 0%. Соответственно,